Я даже не знаю, с чего начать этот рассказ. Все дело в том, что вот именно с этой собакой я провел целый день на острове. Я ее не подкармливал и не делал ничего особенного для того, чтобы удержать ее внимание. И давайте обратим еще раз внимание на то, что эта история произошла на острове. Целый день эта собака гуляла вместе со мной, мы вместе отбивались от других собак. Она меня ждала, пока я катаюсь на качели. Вместе искали место, где снять таймлапс. Именно эта собака показала путь обратно к парому. И когда стемнело и пора было возвращаться обратно на паром, я купил ей сосисок для того, чтобы просто отвлечь ее внимание, пока я буду забираться на паром. Только в этот момент кое-что пошло не по плану. Но сами смотрите. Сейчас начинается мой новый трип на острова Стамбула. Сейчас плыву на второй по величине остров Стамбула. В этот раз погода, она, конечно, такая штормовая. Очень много волн, ветра. И это создает совершенно другую атмосферу. Даже мокрые сиденья из-за того, что дождь попал. Так что погнали изведать второй остров. Будет круто. Я не знаю, если честно, когда я уеду из Стамбула, мне кажется, я буду очень сильно скучать по этим паромам, потому что это просто невероятно. По волнам, ты чувствуешь движение, и ты чувствуешь этот вайб. Ты на этом пароме очень хорошо думается, очень хорошие идеи приходят, настроение, вообще создается настрой вообще что-то делать. И даже если ты вот проснулся, вот я, например, утром сегодня проснулся, такой сонный был, но когда я зашел на паром, я начал снимать, я начал смотреть, дышать чистым воздухом, то ты просыпаешь. Есть несколько таких вьюпоинтов, которые вот таким образом обозначены. Как забавно, что человеку, оказывается, нужен не только человек, а нужен человек и какое-нибудь животное. Осторожнее, дружище, ты что? Дружить. Так выглядят собаки, когда они ждут человека, который идет с ними вдаль, они не знают, куда именно поворачивать. И вообще все улицы, все эти дома очень крутые. Здесь очень красиво, вот такая вот улица, она идет вниз, и это остров. Честно, выглядит очень красиво все, очень красиво, а там, конечно, уже вода. Это видео становится как история человека, острова и собаки. Это очень интересно, потому что эту собаку я просто увидел на улице. Я всегда, когда вижу собак, я очень радуюсь. И эта собака как-то тоже отреагировала. И потом она нашла другую собаку. И, как забавно. Теперь эти две собаки идут уже со мной, наверное, больше километра. И иногда они уходят вперед, но потом они всегда возвращаются. И это просто очень интересно, потому что одна собака нашла ту другую собаку, и теперь они реально идут. Снимаем влог. Влог с собакой. Собакой влог снимаем. Реально это видео должно было быть просто про остров, но теперь это про остров и собаку. И привет. Я думал, мы снимаем влог. Скажи, пес, ты знаешь, что я не живу на этом острове и придется когда-то уходить, а? Пес, это, ты понимаешь, насколько это странно? Я человек, нахожусь на острове, а ты пес, и ты идешь со мной. Но мне это нравится, так что идем. Мне нравится то, что пес независим, пса своя жизнь, он залазит куда-то, бежит куда-то, но он возвращается на своих условиях. Я его не заставляю, просто предлагаю и напоминаю, где я нахожусь, и пес просто идет. Так что мне нравится это. Свободный пес. Встретил собак, которые не очень его любят.
и собаки. Это мой пес. Пса не обижать. Это мой пес. Пса не обижать. Все хорошо, идем. Все понятно, все хорошо. Идем дальше. Ты не против, если я немножко покачаюсь на этой штуке? А? Я думаю, это будет прикольно. Как думаешь? Давай. Извини, что так долго катались на лестнице. Ты занят кошкой, да? Кошка там, конечно, согласен. Его друг, получается, остался с теми псами. Давай, дружище. Ничего страшного, что ты выбрал другую стаю. Ты нашел своих дружищ. Теперь ты будешь с этой собакой. И с этой. И там еще одна вон там лежит. Теперь ты в своей стае, дружище. Пришло время проверить собаку на пробежку. Привет, дружище. Привет. Хорош. Я сейчас иду просто по нереально кинематографической дороге и сейчас поднимаюсь на какую-то гору по карте, на которой я собираюсь записать таймлапс. Собака со мной, она иногда залазит на какие-то парапеты, и мне немножко страшно за нее, потому что последний раз, когда она запрыгивала, она немножко подскользнулась, она поняла, что надо притормозить, но она спокойно залазит на парапеты, смотрит, но при этом она никуда не уходит, она до сих пор со мной, и она попила воды, что самое, наверное, главное, поэтому я понимаю, что она, по крайней мере, не хочет пить. Все хорошо. Пес! Оп! Нот! Пап! 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 Пес! Я понимаю, что там другие собаки, но нам тоже надо идти наверх, и я тебя не брошу. Пес. 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 Ты не один. Пес. Пес, 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 пес. Тут открывается просто нереальный вид. У меня очень красиво. И там уже открывается город. А там, неужели мы поднимаемся еще выше уровня облаков? Здесь отсюда виден весь город. Там уже начинает желтеть. Уже время заката. Я поднимаюсь наверх. Приходится отбиваться от собак, которых больше, а он только один. Здесь просто один из самых нереальных видов. Давайте я вам просто покажу небольшой бирольчик, и вы поймете.
Ай! 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 Похоже, я иду сейчас снимать таймлапс без собаки. Хорошо, что у меня была такая маленькая палка. Я начал отгонять собак от пса. Но единственное, что я теперь не знаю, как мне снимать таймлапс, потому что пес ждет внизу. Я сейчас понимаю, что у меня не получается найти идеальное место для таймлапса, потому что дальше гора идет вверх. Тут не особо крутой вид, потому что не очень большой обзор. Я прошел до туда. Там просто карта идет дальше в горы. Что здесь делать нечего. Надо возвращаться за псом. Реально большой флаг. Очень круто смотрится. Он еще издает такой звук. Ткань на ветру. Это очень интересный звук. Приятно его слушать. Привет, хорошая собака. Привет, пес. Все, пес снова со мной. Отправляемся дальше. Пес, наверное, уже соскучился. Как тебе такой вид для таймлапса? Такой подойдет? Здесь, конечно, неплохое место для таймлапса, но негде поставить камеру. Но зато теперь есть пес. Давай, дружище. Так, сейчас попробую найти где-то место для таймлапса здесь. Поинтереснее место выглядит. Туда, думаю, вниз уже спускаться нет смысла, поэтому можно будет попробовать. Пес, здесь спустишься? Идем. Там, по-моему, туда нельзя заходить. Там какой-то дом прямо такой. А нам надо поснимать будет вон те места. Идем. Пошли. Что это? Ну, не понимаешь, ну. Иди сюда. Тихо. Пес, там много собак. Пес, там много собак. Идем сюда, пес. Давай. Идем, прячемся. Давай, пес. So many dogs. Скажи, пес. Я знаю, что сильно. Надо прятаться, потому что там очень много собак, пес. Пес, сейчас, заныкаемся. Походу я не смог найти место, где снять отличный таймлапс, потому что в принципе место есть, но оно загорожено деревьями, мне не очень нравится. К тому же ходить по местам достаточно опасно для пса, потому что он пес, и надо обходить места, где собаки есть, поэтому сейчас буду возвращаться обратно, где город. Смотри, как здесь классно. Да. Для тебя тоже приключение, я понимаю, так бы ты сюда не пошел, а так смотри, в каком месте оказался. Видишь, дружище, пошли. Обратно тебя доставим на твою территорию, где ты король. Да, все слушают тебя. Погнали. Я принял решение сейчас уже, в общем, спускаться. Снимать таймлапс где-то внизу. Вон смотрит, ждет, где я иду. Пес, я иду. Так, ну что, я пришел обратно на набережную, привел с собой собаку, точнее, она больше показывала маршрут, куда идти, она просто была впереди. Мне скоро нужно будет уезжать на пароме, поэтому придется уже сказать собаке пока. Это была, конечно, удивительная встреча человека с природой, с собакой. Она прошла такой огромный путь, она не отставала. Она все время была, встретилась с другими собаками. Она вообще пришла на территорию, на которую она бы, наверное, скорее всего, и не смогла бы прийти. И вот сейчас момент как раз пришел, когда надо сказать пока собаке. И все, и уезжать на пароме. Пес, иди сюда. Особый момент. Давай, иди сюда. Иди сюда. Особый момент, пес. Пес. Все, пес, давай, пока. Ты сейчас будешь бегать уже с другими собачками, ходить куда хочешь, а там ты уже посмотрел новое что-то, да? Ты уже... Я не смог оставить собаку пока что, я хочу ей купить сосисок, чтобы ей было что на ужин, потому что она провела столько времени, и кто-то мог ее подкормить в это время, поэтому я считаю, что мне нужно ей что-нибудь купить.
Пока, дружище. Пока. Пока. Пока, собака. Вот и еда. Да? Порядок? Давай. Gelimizin alın tarafında bulunan gemimiz Burgazada, Kınalıada, Kadıköy, Kabataş seferini yapacaktır. Пока, собака. Пока. Sayın yolcularımız, gelimizin alın tarafında bulunan gemimiz Burgazada, Пока. Пока, дружище. А? Дог. Дог. Inside camera room. Окей. Окей.